Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать про 8 шикарнейших аниме-фильмов, можно сказать уже культового режиссера Хаяо Миядзаки. Многие не хотят смотреть его картины, так как их останавливает слово «аниме» фильм. И честно говоря, я был таким же. Но примерно год назад я решил себя пересилить и посмотреть один. И в итоге я пересмотрел все, менее чем за неделю. Очень рекомендую. Если вы еще не смотрели, то пересильте себя и гляньте хотя бы полчасика одного из этих мультфильмов. Итак, поехали! А начну я, пожалуй, с самого известного – «Унесенные призраками». Он получил «Оскар» как самый лучший полнометражный анимационный фильм и занимает первое место в рейтинге лучших мультфильмов всех времен и народов по версии IMDb. Это история 10-летней девочки Тихиро. Во время переезда она с родителями оказывается в безлюдном городе. В одном из пустых зданий они находят ресторан, в котором столы ломятся от еды. Родители решают отведать еды и заплатить за нее позже, так как там никого нет в данный момент. И спустя некоторое время они превращаются в свиней. Как в итоге оказалось, они попали в плен к злой колдунье, хозяйке городка, которая держит купальни для богов и духов. Теперь девочке нужно найти способ расколдовать родителей. И самое главное, найти способ сбежать с этого города призраков. Город как будто море. Ясное дело, после дождя как не быть морю. Когда-нибудь туда поеду, вот брошу работу и уеду. Рыбка Поньо на утесе. Золотая рыбка, дочь колдуна и морской богини, уплывает с дома, чтобы посмотреть на людей. Вскоре она застревает в банке. И ее выбрасывает на берег возле небольшой деревни, где ее спасает 5-летний мальчик Сосуке. Он дает ей имя Поньо. Рыбка привязывается к мальчику, и теперь ей хочется стать человеком. И имея отца колдуна, это оказывается возможно. Но она даже не представляет, что ее решение может изменить мир. Осторожно, кипяток. Все готово. Приятного аппетита. Мой сосед Тоторо. Это история про двух сестер. 9-летней Сацуки и 4-летней Мэй. Они с отцом переезжают в старый домик в деревне, который находится возле леса. В домике и в лесу живут разные духи. А однажды они знакомятся с хранителем леса по имени Тоторо. И он начинает всячески помогать девочкам, пока их мать находится в больнице. Это для Мэй. Для Мэй. Мэй, сядь и ешь спокойно. Вот, заверни сама. Ходячий замок. Действие картины происходит в параллельном мире, который напоминает Европу 19 столетия. Главная героиня – шляпница Софи, которая ведет обычную скромную жизнь. Но ее жизнь начинает меняться, когда возле города появляется ходячий замок. Хозяином замка оказывается волшебник Хаула, который спасает девушку от двух военных, и она в него влюбляется. Но за это ревнивая ведьма пустошей отнимает у девушки молодость, и Софи становится старухой. После этого девушка решается на отчаянный шаг. Она отправляется в дикую пустошь, чтобы найти способ снять проклятие. Это Маркло, Спасибо. это Софи. Спасибо. Итак, друзья, приступим. За встречу. За встречу! Мы так давно нормально не завтракали. Надо тебя поучить хорошим манерам. Ведьмина служба доставки. Юной ведьме Кики исполняется 13 лет. И она по традиции должна прожить 1 год среди незнакомых людей. Кики и ее кот Джиджи отправляются в путь на метле, чтобы найти городок, которому нужна ведьма. Этот самый путь ее приводит в небольшой городок, где она открывает собственное дело – маленькую службу доставки. Теперь ей придется столкнуться с кучей проблем. С болезнями, с одиночеством, с хамскими клиентами и прочим.
Зизи, я понимаю, что у тебя появилась подружка, но к ужину изволь не опаздывать. Мне за тобой еще посуду мыть. Ариэтти из страны лилипутов. Это мультфильм о маленьких человечках, которые называют себя добывашки. Они по мере необходимости выходят к людям и берут некоторые вещи. Например, иголку или кубик сахара. Они это делают очень осторожно, чтобы не попасть никому на глаза и не раскрыть секрет своего существования. Но однажды 14-летний мальчик Сё замечает Ариэтти. Она, несмотря на все запреты, знакомится с ним, и они становятся друзьями. Но со временем их тайну раскрывают. Он оставил его у решетки. Наверное, это тот самый, что я выронила ночью. А? Придется нам, видно, на время затаиться. А что, если они уже знают, где мы? Небесный замок Лапута. Действие картины разворачивается в начале 20 века, в альтернативной реальности. Девочка Сита обладает летающим кристаллом, с помощью которого можно найти потерянный остров Лапута, который летает где-то в облаках. Кристаллом хотят завладеть очень многие, поскольку считается, что на острове находятся несметные сокровища. Во время путешествия на дирижабле на девочку нападают воздушные пираты, и она случайно падает. Но кристалл ее спасает, а внизу ее находит молодой паренек Пазу, который работает в шахтерском городке. Вместе они находят разгадку летающего кристалла и стараются не дать ему попасть в плохие руки. Держи. Ой, спасибо. Я страшно проголодалась. Принцесса Мононоке. Сюжет разворачивается в средневековой Японии. На деревню нападает гигантский вепрь, а на защиту населения становится юный принц Аситака, которому с трудом, но удается победить монстра. Но вепрь все-таки ранил принца, тем самым передав ему свое проклятие. Местная знахарка предрекает ему смерть, но говорит, что он все-таки может спастись, избавившись от проклятия. И юноша отправляется в большое путешествие, чтобы найти способ снять это проклятие. Где тут выследишь оборотня, когда весь мир сплошное проклятие? Хороша похлебка. Не надо было мне спускаться в деревню. Убил двоих. Нехорошо. Смотрю на тебя и вспоминаю, что читал в старинных книгах про одно племя.